Что же идет к финалу? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад или на диагностику негатива телефон под видео. Вы сами по себе человек очень легкий, возможно, даже очень легкий на подъем, да? Вы выглядите моложе своего возраста. В общем, знаете, вот если коротко, вы такой довольно бодрячок. Шухерной почему-то мне хочется вас назвать, да? Вы, может быть, даже любите подурачиться, поприкалываться. Но это только исключительно в таком вашем тесном, близком кругу. На людях вы можете быть достаточно серьезный, достаточно собранный. Но вот ваша истинная такая внутренняя организация, она очень может отличаться от вашего внешнего вида. Вы человек, который, в общем-то, может начать спонтанно делать какие-то новые дела, начинания. Да, вы можете вот сидите, к примеру, сорвались, да, собрались, быстренько поехали куда-то на отдых, либо же сидите, потом резко начинаете делать ремонт, да, либо еще что-то. Ну, то есть вы такой человек, который иногда может совершать импульсивные поступки. Это не говорит о том, что это плохо, ну, то есть вы очень быстро как-то все делаете, мгновенно. Вот пришла идея, вы ее воплотили. Далее. Знаете, вы как будто какой-то период, может быть, даже сейчас жили в мире иллюзий. С чем это связано? Возможно, сейчас кто-то пребывает в таком состоянии, знаете, мир иллюзий связан с женщиной. То есть вы ее превозносили, вы ее приукрашали. Да, конечно же, здесь были чувства, но главной ее такой истинной стороны, да, вот ее настоящую, вы узнали слишком поздно. Поэтому у кого-то может проиграться, что сейчас, может быть, вы недавно узнали что-то такое, что вас могло повергнуть в шок, в тупиковую какую-то ситуацию, да. Это какая-то такая штука, ну, приблизительно, знаете, с чем это может быть связано? Может быть, вы что-то узнали такое о ней, да. Это может проиграться и обман, это может проиграться, что вы узнали предательство. То есть вы что-то не такое узнали, то, что вам очень сильно не понравилось и огорчило. Повторюсь, у кого-то это может быть проигрывается, вот недавно вы узнали, да, у кого-то это было уже раньше, поскольку это общий расклад, да, мы не можем привязываться именно к одной такой вот ситуации, вот здесь и сейчас, да, у всех это разные временные рамки. Вы человек, который очень быстро просекает, когда вами манипулируют. Вы стараетесь не поддаваться ни на какие манипуляции. Вы очень чувствительная натура. Хоть порой бываете такой мечтательный, бывает планируете много дел, много планов. Вот такой, вы знаете, опять же, это связано с вашей такой, ну, натурой, может быть, да, с вашим характером, что вы... В общем-то, чувствуя в себе очень много сил, вы беретесь за много дел, вы строите много планов, потому что, ну, вы чувствуете, что вы это потянете, да, вы никогда не будете брать на себя какую-то непосильную ношу, это однозначно. Кто-то из вас, сейчас посмотрим, да, однозначно, ребят, проигрывается, что кто-то из вас принял решение вот уйти, да, но опять же, у кого-то это было раньше, у кого-то это сейчас, вот недавно может проиграться, то есть вы либо уже делали шаг к разрыву, да, то есть вы сделали самостоятельно, вы подали на развод, да, вы это все организовали, да, вот эти все юридические дела, ну, здесь в большинстве случаев проиграется измена. Кто-то сейчас находится в таком состоянии, что либо же вы подозреваете вашу женщину, с которой еще живете, либо в отношениях, либо же здесь, знаете, вот какие-то факты уже. Ну, то есть это что-то неоспоримое, плюс ваша классная интуиция, которая очень тонко вас информирует периодически, да. Ну, вы вообще, я смотрю, да, вот даже по тузу жезлов, вы настолько энергичный человек, да, вы настолько такой озорной, почему-то мне хочется сказать.
Вы можете своей энергетикой, вот своим настроением даже заряжать других людей, да, вот, к примеру, там на работе, либо же в компании где-то. Если у вас классное суперское настроение, вы так себя преподнесете, что настроение подымется и у других людей, да, вот как-то вы, ну, влияете вот именно на людей своим настроем, и это очень здорово. Люди к вам тянутся, люди, может быть, даже вот вас по работе особенно это проиграется, очень ценят. Вас ценит начальство как очень такого квалифицированного специалиста в своем деле, да. У вас могут советоваться, к вам могут, ну, на стажировку, допустим, да, вот молодежь присылать, либо же не обязательно молодежь, да, вот если там новички кто-то приходят, ну, то есть вы такой классный наставник, советчик. В общем-то, вы такой, знаете, парень хоть куда. Но я не вижу стабильности в личной жизни, ребят. Вот то, что я озвучила, да, что кто-то, конечно же, поскольку общий расклад, кто-то может быть в отношениях токсичных, но в большинстве своем, если вот брать те, кто свободные, да, вот те, кто холостяки, пока вы не видите в своем окружении женщину, которая могла бы вас зацепить для серьезных отношений. Да, вы можете общаться, да, вы можете присматриваться, но сказать, что вот вы прям цепанулись на какую-то женщину, да, вот вы ее выдернули из толпы, но пока я не могу. Давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, все в комментариях, как обстоят ваши дела. Вот вы нашли ту единственную, либо же вы пока присматриваетесь. Да, я периодически делаю подобные вопросы, ну, задаю опросы такие. Ну, поскольку у нас все больше зрителей, все больше подписчиков канала, то иногда я так приблизительно повторяюсь, да, чтобы понимать, вот мужчины какого статуса меня смотрят. Поэтому вот пишите, что сейчас происходит в вашей жизни. Если вы понимаете, что ну нет женщины подходящей, так и пишите. Итак, давайте-ка смотреть, что уже идет к финалу. В общем-то, я немножко только что в сигнификации даже озвучила, да, что есть среди вас те, которые, скорее всего, к финалу ведут свои отношения. Неважно, в семье вы, да, либо же вы просто общаетесь, встречаетесь. Для вас это вроде бы как стабильные отношения, но вы понимаете, что как-то все идет не по плану. Женщина вам не дает то, что вам хочется, да. Вы понимаете, что ваша история с этой дамой заканчивается. И все, что можно было сделать, вы, в общем-то, уже сделали, да? Вы финансово вкладывались, вы душу вкладывали. В общем, все, что можно, делали, пытались поговорить. Но эта женщина либо же, как говорится, отмораживалась, да, она не хотела идти с вами на контакт, она не хотела даже вот элементарно как-то коммуницировать с вами, да, потому что то у нее голова болит, то она занята, то еще что-то. Ну, то есть вы даже не могли с ней, ну, как сказать, полноценно поговорить, да, вот сесть и обсудить, что вот что мы будем делать с нашими отношениями, да. Поэтому здесь у кого-то проиграется. Ребят, переворачивайте под себя, кому что подходит, да, как всегда, потому что это общий расклад. У кого-то проиграется, что здесь к концу идут, конечно же, отношения, либо же семейная жизнь. Вы уже просто для себя поняли, что ну, эти отношения не спасти, больше вы не хотите даже вкладываться в них. И несмотря на то, что вот вы такой живчик, вы такой вроде бы и очень ресурсный, энергичный мужчина, но вот как будто выгорело все внутри, да? Как выжженное поле. Не хочется больше суетиться ради этой женщины, не хочется ничего делать, хочется просто какого-то вот морального и душевного покоя. Напишите, ребят, у кого это резонирует. Давайте еще посмотрим, что еще идет к финалу. Снова мне показывают, ребят, вот отношения очень сильно фонят, вот именно отношения. Это может, кстати, вот мне показано проиграться даже с любовницами. У кого из вас есть любовница? У кого есть, ну, такие легкие, несерьезные отношения, потому что, опять же, не забывайте, да, что не может у всех быть одинаково. Есть среди вас те, которые заводят легкие отношения. Поэтому, ну, эти легкие такие, ну, я не знаю даже, как сказать,
отношения, которые давали вам, ну, сексуальный комфорт какой-то, да, женщина, с которой когда-то вы наслаждались, женщина, с которой вы могли воплощать все свои фантазии, вот она как будто вам, ну, не то чтобы поднадоела, она начала вас напрягать. Своими, может быть, придирками, своими наездами, да, про что это могут быть наезды. Смотрите, здесь может проиграться финансовый момент. То есть в интиме вам может быть хорошо с этой женщиной, но когда она начала наезжать на вас по поводу финансов, либо же по поводу подарков, то есть она начала выдвигать вам свои требования, да, ну, то есть начала доить вас. Может быть, даже как-то завуалировано. Поэтому вы тоже, у вас может проиграться, у кого такие легкие, несерьезные, бесперспективные, да, отношения. То есть вы знаете, что нет, с этой женщиной я дальше не пойду, вот просто мне хорошо с ней здесь и сейчас, и жениться я на ней точно не буду. Поэтому знайте, что ваши отношения тоже идут к концу. В общем-то, вы, может быть, уже даже кто-то и расстались, да, кто-то еще пока в сомнениях, потому что еще нужно альтернативу найти, нужно еще другую женщину встретить, чтобы более-менее так вам нравилось, да. Поэтому будьте осторожны с этой дамой. Но она такая большая любительница, конечно, красивой жизни. Да, она классная, она страстная любовница. Да, она вам дает много чего именно вот в интиме. Она умеет и массажик сделать. Она умеет, ну, как гейша. Знаете, вот мужчину настолько так закрутить, завертеть, что иногда расслабляешься и теряешь бдительность. Но когда вот начнутся, или уже у кого-то начались ее какие-то вот наезды, какие-то, может быть, даже открытые просьбы, да, вот по поводу денег, финансовой помощи, там, ну, то есть вы это просекли, да, и вы начинаете, либо вот в ближайшее время у кого-то проиграется, начнете дистанцироваться от нее. Так, что еще? Что еще идет к финалу? Смотрите, может проиграться у кого-то, ребят. Возле вас есть человек. Это может скорее быть мужчина, да? Мужчина может быть даже чуть моложе вас. Но это скорее будет по работе. У кого-то это может проиграться вот, ну, там, где горячо, да? Там, где вы знаете, где сейчас что происходит. Смотрите, здесь проиграются такие жесткие манипуляции. То есть вы увидите, какой-то человек, может быть, ну, скорее по работе, да, либо же это армейский человек, который рядом, то вы просечете, что он, ну, какие-то вот шухер-махер, да, как говорят, делает. Где-то вы то ли обман, подставу от него какую-то можете уличить его вот в обмане, да, в манипуляциях. И причем с этим человеком вы могли дружить, вы могли доверять ему, да, а человек вам откроется, ну, как будто с другой стороны. Вы поймете, что больше с предателем вы общаться не будете, да, потому что, ну, здесь действительно могут быть серьезные какие-то моменты и касательно финансов, да, и касательно вообще таких человеческих качеств, когда вас предают, когда вы уличаете человека в каких-то нехороших делах, то вы сразу же будете дистанцироваться. Поэтому будьте готовы, можете прописать, может быть, уже у кого-то это проигралось. Но это такие отношения скорее дружеского характера или же рабоче-дружеского, которые сойдут на нет именно по вашей инициативе, потому что вы не потерпите предателя в своем окружении. Так, что еще? Что еще у нас идет к финалу? Так, кто-то ко мне спешит. К финалу идет ваше одиночество, ребят. Одиночество у кого-то может проиграться еще в болезни, да? Здесь скорее болезни могут быть, которые либо же вы длительно лечили, да, они тяжело поддавались лечению, но тем не менее, вот вы понимаете, либо уже кто-то излечился, либо же вы по себе чувствуете, да, может быть, вы лечение проходите, вы понимаете, что вы начинаете из этого болота выруливать. Да, тяжело, да, с большими финансовыми затратами, но тем не менее вы отсюда вырулите, да, из этих сложностей. Те, кто вот именно в одиночестве, да, я вам уже озвучила, у вас на пороге новая любовь. Это новая история, которая вас поглотит целиком. Эта женщина
о которой, может быть, вы уже и не думали, не надеялись такую встретить. И даже по себе можете понять, что ну так не бывает, да, вы можете даже и говорить окружающим, что да нет, я уже не влюблюсь, да, вот, ну, заморозили свою душу. Эта женщина появится в вашей жизни, отогреет вас, ваше одиночество, ребят, заканчивается. Женщина очень уютная, очень теплая, моложе вас, она хрупкого телосложения, очень милая. Пусть она не супер раскрасавица, но с ней очень комфортно. С ней просто такое, знаете, состояние, когда вот, ну, хочется ее защитить, хочется обогреть, обнять и просто от всего мира защищать. С ней у вас проснутся все ваши мужские инстинкты, да, охотник, добытчик, завоеватель. Вот с ней вы будете готовы и в мороз, и в дождь, и в снег. Это будет такой свой человек, даже в каком-то смысле, ну, такой свой кореш, да, перед которым не страшно быть слабым, перед которой можно открыться, поставить свои доспехи где-то там в уголке возле двери и быть самим собой. Это очень важно, когда такая женщина рядом, да, не всем так везет, но тем не менее у вас может проиграться, ребят, срезонирует, поэтому вы будете очень сильно беречь эту женщину, вы будете с нее пылинки сдувать, и это будет обоюдно. Поэтому кто сейчас холостякует, кто уже опустил руки, кто уже ни во что не верит, вот абсолютнейшая такая суперская любовь идет в вашу жизнь. Вы даже как-то не будете, знаете, вот у нас очень часто в раскладах выпадало, что вот мужчины будут там сомневаться, да, вот при новом знакомстве как-то накручивать себя, искать подвох. А вот с этой женщиной вы не будете сомневаться. Вот как-то вы доверитесь сразу. Может быть, это проиграется так, ну, интуитивно, да. Вот вы почувствуете, что она с вами искренняя, она честная, что это ваш родной человечек. Поэтому ну, вы настолько откроете свою душу и сердце новой любви, настолько вам будет потрясающе хорошо вместе, что вы точно никуда не захотите больше ее отпустить из своей жизни. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!